На ярком свету, пронзающем окна свадебного салона, Елена встала перед зеркалом, слегка нервничая, ее сердце колотилось в груди. В игривых шагах ее дочери Анастасии слышался радостный смех и буря эмоций, которые наполняли пространство вокруг. Анастасия была в восторге от платья, которое выбрала для матери, нежного оттенка сливочного крема, и было видно, как ткань удачно облегала все прелести фигуры Елены, подчеркивая ее привлекательность и элегантность. Тем не менее, сама Елена чувствовала себя неловко и не в своей тарелке в этом усиленном триумфе, окруженная мельчайшими вибрациями кутюрного мира. Долгие 50 лет пролетели с Владимиром, и мысли о том, чтобы вновь оказаться в центре внимания, стали причиной ее смятения, неуверенности в своих силах и беспокойства, что это празднование станет лишь напоминанием о том, что было и прошло. Для нее это не просто модная одежда, а символ воспоминаний и предвкушений, и она не была готова ко всем эмоциям, которые это могло вызвать. «Мама, ты просто обязана это взять!» — с решительностью заявила Анастасия, уверенно нацелившись на мировой рекорд по уговариванию и заявляя, что этот вечер должен стать самым ярким событием в их жизни. Она не собиралась сдаваться. Ее целеустремленность и оптимизм были поразительными. «Это платье действительно сделает тебя такой красивой на твоем юбилее. Оно подчеркнет все твои достоинства и сделает этот день незабываемым, даже если ты не веришь в это». «Зачем нам это празднование, Аня?» — сукоризной произнесла Елена, отводя взгляд в сторону, словно искала в нем подтверждение своих сомнений. «Мы ведь уже отмечали свадьбу много лет назад, и этого должно быть достаточно. Каждый год с таким числом — это не то, что действительно нужно. Я просто не ощущаю себя как свадебная невеста. Все эти вспышки вспоминают о том, чего больше нет». Но дочкин оптимизм был заразительным. Со временем Елена сдалась и вскоре нашлась в отражении, смотря на себя в примечательной белоснежной одежде. Стилист ловко подбирал детали, придавая их образу завершающий акцент, работая над каждым нюансом. Она ощутила легкое волнение, как когда-то в юности, когда впервые примеряла свадебное платье перед своей свадьбой, когда мечты о совместной жизни еще только начинали формироваться. В волнующей атмосфере салона время будто остановилось, и все лишнее исчезло. Осталась только она и ее мечты о светлом будущем, полной жизни и совместных планах с Владимиром. После насыщенного шопинга они отправились в уютное кафе, где аромат свежезаваренного кофе смешивался с нотками сладкой выпечки, заполняя воздух атмосферой домашнего уюта и тепла. Это место уже стало особенным для них, как молитва, которая соединяла поколения и позволяла на мгновение остановиться, забыть о повседневных заботах и окунуться в сокровенное. Сев за столик у окна, Анастасия с гордостью закончила свой любимый напиток и, уставившись с надеждой на мать, начала поздравлять ее с предстоящим юбилеем, бурча о грядущих торжествах и подарках. «Ты знаешь, тетя Наташа приедет», — вставила она в диалог, и это имя снова заставило Елену почувствовать нечто тяжелое в груди. Боль всплыла на поверхность, как шумное море, захлестывающее чувство. В этот миг у Елены внутри будто что-то замерло. Тревога и тревога вновь обняли ее, окутывая бессонными ночами и неясными ожиданиями. Наташа, ее сестра, вечно соперничающая с ней в любви, всегда была для нее камнем на сердце и тенью, которая не давала покоя. Плотный разговор о жизни, о хрупком счастье, о смысле семьи не смог скрыть ее дрожащий голос. И это стало еще большим показателем их неполноценности, нестабильности их основных ценностей. «Ты действительно была счастлива в своем браке?» — спросила Анастасия, нежно глядя на мать, чьи глаза полны воспоминаний, слез и переживаний за всю жизнь.
На мгновение Елена представила моменты счастья и радости, когда каждый день приносил новую надежду. Но затем, как будто какие-то невидимые силы обременяли ее душу, она как-то механически ответила без той глубины и искренности, которые она однажды чувствовала. Да, я была счастлива. Иногда кажется, что счастье — это просто мечта, которую ты бережешь в сердце, однако, возможно, некоторые серые дни стирают все краски с любви. На смену беседе пришли воспоминания, выплывающие на поверхность, как пузырьки в воде, напоминающие о том, что когда-то было. Елена вспомнила, как прозвучал первый аккорд их совместной жизни с Владимиром, когда они впервые встретились. Она заказала ему костюм через интернет, смешивая надежды, эмоции и романтические грезы о будущем, мечтая о днях, полных радости и любви. Компьютерный экран раскрыл перед ее глазами мир, полный возможностей. Это было словно потайная дверь в лучший мир, в который она действительно хотела попасть. Когда Владимир пришел домой в новом костюме, тот показался Елене, словно он вышел прямо с обложки глянцевого журнала, принося с собой волну радости и восторга. Елена ахнула и в ту же секунду почувствовала, как время остановилось. Они стояли друг перед другом, словно в идеальной картине о любви. Она ловила его проницательный взгляд и ясно поняла, что на этот раз влюбилась в него навсегда. Он стал не только ее мужем, но и другом, с которым она надеялась разделить все минуты будущей жизни, незабываемые мгновения и теплые воспоминания, которые только начинали собираться. Совсем скоро, как нежные цветы распустились, внучки пришли в гости к бабушке с дедом. Они весело беседовали, и Елена с удовольствием показала им свое свадебное платье, в сердце радуясь тому, что это наследие все еще живо, как отражение безмятежного счастья. Девочки с сокровенным интересом обсуждали важность замужества и семьи, задавая вопросы, на которые Елена радостно отвечала, делая акцент на значимости любви и дружбы, которые не всегда были очевидны, но все же были постоянными. «Главное — это поддержка и любовь», — вещала она с нежностью, глядя на их светлые лица, пока время пролетало незаметно. «Важно, чтобы в семье были терпение и забота. Это укрепит ваш союз и сделает его крепче, как старая прочная книга, завершающая свои страницы на каждой странице чарующей истории». С каждым ее словом она видела, как в их глазах зажигаются искры понимания и надежды, отражение ее собственного детства в минувших днях, и каждый их вопрос давал ей возможность пересмотреть пришедшие годы. Дети велись, как лепестки цветов, тонкие и незрелые, но со временем они расцветут в что-то прекрасное. Елена начала понимать, как эти девочки будут когда-то перенимать эти важные семейные ценности, о которых она мечтала так долго. Наконец, день, который все ждали, наступил, полный радости, старых знакомых и надежд. Зал был украшен цветами, и Елена, несмотря на свой возраст, выглядела великолепно в своем платье, словно это было платье, о котором она мечтала всю жизнь. Когда вечер начался с теплых слов ведущего, Елена взяла Владимира за руку, ощущая его дальнюю, холодную любовь, и вдруг поняла, что этот момент становился лезвием на душе. Никакие платья и украшения не могли скрыть ту требуемую искренность в их отношениях, которую он когда-то обещал ей. Среди поздравлений и традиционных тостов вдруг послышался голос друга Владимира, Сергея. Его слова о том, что Елена, любящая и заботливая жена, звучали как пение, пробуждающее огонь внутри проснувшихся воспоминаний. Они становились ли унылыми моментами скорого окончания. Несмотря на кажущееся спокойствие, в воздухе витали искры неудовлетворенности и рабского незнания. Улыбки на лицах гостей внезапно потускнели из-за угнетающей тишины, которая предшествовала буре эмоций, скрытым недовольством.
Но вот Владимир, его взгляд стал резким и осторожным, произнес нечто, что повергло всех в шок, как неизбежная волна горячего ветра в жаркий день. «Я любил не тебя все эти 50 лет», такие слова обрушились, как гром среди ясного неба, сокрушая все на своем пути. Казалось, время замерло, даже молчаливая реакция зала мобилизовала все эмоции. Губы гостей, ртом произнесшего горько, сжались, на лицах замерли улыбки, словно это предполагалось, но никто не ожидал, что оно станет реальностью. Ощущение холодного страха обошло зал, и миг настал, когда сердце Елены просто остановилось, будто бы оно замерло от до сих пор непонятного истинного слова, в мгновение ока отобравшего у нее все мечты и надежды. Елена ничем не могла сравниться с этим мгновением. Труднодоступным для объяснения такого рода эмоциональная буря накрыла ее с головой, и каждый кивок к голове окружающих стал сотрудником этого театра абсурда. Ведущий, увидев смятение в зале, пытаясь помочь разрядить обстановку, обратился к гостям, чтобы они продолжали веселиться, но тугие внутренние нити ее чувств не позволили ей сдержаться. Она в панике вышла на улицу, чтобы успокоиться, словно именно там воздух был чистым и свежим. «Ты действительно это имел в виду?» — крикнула она Владимиру, когда он вышел за ней. Его дыхание, перегруженное страхом, стало тяжелым. «Никакой девушки в этом мире не было. С каким правом ты это сказал мне на вашем юбилее? Как ты мог так обмануть меня?» «Я никогда тебя не обманывал», — он сказал, глядя в ее глаза. В его голосе прозвучала легкая нотка раскаяния, но она воспринимала это как обнаженное лезвие. «Ты была для меня опорой, но чувство — это не то же самое. Я был просто неосознанен в своих ошибках». Елена, не задумываясь, схватила микрофон и начала рассказывать о своей жизни, начиная с юности и заканчивая последними моментами их совместной судьбы. В ее голосе стояли тепло и горечь, смешанные с благоуханием пронзающих их сердец воспоминаний. Она делилась моментами, которые помогли ей преодолеть через все, начиная от того, как они встретились в школе и как начали встречаться, как строили семью, как оказывались в трудных ситуациях. И когда она вспомнила, что он снова повторил ту же ошибку, как старый фильм, который сжег их усталые души, она почувствовала легкий налет горечи. После этого вечера у Елены и Владимира начался другой этап их истории, дорога, по которой не каждый мог бы пройти, особенно если бы не намерение справиться с непростым грузом собственного выбора. Откровения Натальи, ее слезы, ее сильный дух — все это не могло быть забыто, пронзительно разрывая их мир, создавая переживания, о которых они не хотели знать, как прошлое, от которого невозможно убежать. Настя, пытаясь исследовать все детали странной напряженности, обострила свои вопросы. Каждое слово отдавалось как тронутый аккорд. И теперь их беседы становились все более запутанными и эмоциональными, словно незавершенная симфония, распахнувшая двери к словам, которые могли бы создать гармонию. Наталья, делясь с Еленой секретом, открывала тяжелые удары ее сердца. Теперь, когда стыд был обнажен, она чувствовала, как ни один кокон родства не мог скрыть от нее правды. Теперь вас пугали не только тени, но и страх потерь были великими, как жестокие разрывы, оставляющие на душах глубокие следы. Они обе поняли, что в любви не должно быть ревности, не должно быть жалости, а только прощение, надежда и понимание друг друга в каждом шаге вперед. Теперь внутри был не только шов новых истин, но явление, создающее что-то новое и могущественное в их жизни. После завершения юбилея они вернулись домой, где тишина отражала все разрывы и прежние страдания.
Прошлое нельзя было изменить, но каждая из них теперь перенесла в своем сердце счастье и глубокое понимание всех тех лет, которые потратили на ненужные чувства. Их пути, разбросанные множество проблем, могли теперь пересекаться вновь. Появились нотки мудрости, готовности быть тем основаниями друг для друга и стабильной базой после этого шторма, наслаждаясь тем, что остается в их жизни. Они продолжили жить, но уже не одни, а насыщенные другими историями любви и семейной гармонии, они могли держаться вместе и строить что-то поистине преданное. Уроки жизни, пройденные с улыбками и шутками, слезами и прощениями, каждый раз напоминали о том, что настоящая любовь — это всегда прощение, доверие и верность. Никто не мог утверждать, что пережитые испытания остались в прошлом, но каждая из них чувствовала, что, несмотря на обстоятельства, они стали сильнее, как израненные, но мудрые сердца, готовые к новым открытиям. Были готовы понять, что на их пути появится еще множество различных испытаний, и, возможно, они смогут поднять свои головы и не упрекать друг друга. Елена и Владимир остались вместе, несмотря на все преграды, которые были на их пути. Наконец, они могли идти вперед, держась за руки, ведь победа над болью дает возможность чувствовать радость жизни, и они снова открывают двери сами, наполненные светом и надеждой, полные новых идеалов. А еще больше им хотелось пройти это испытание в обществе друг друга, делясь вместе счастьем и снова одной сплоченной семьей, полной тепла и терпения. Прошедшая золотая свадьба стала не просто воспоминанием, а новым началом, завершающим старую главу с примирением, пройдя через огонь. Елена и Владимир могли строить свои дни заново, полные общих воспоминаний и совместных идей о том, как стать еще ближе друг к другу, объединяя пережитое с новым правом на счастье. Каждый новый день напоминал им о том, что настоящая любовь присутствует в каждом моменте. Теперь они были готовы делиться этим счастьем с их детьми и внучками. Теперь, когда они смотрели на свои внучки, которые еще только начинают догадываться о любви и жизни, они понимали, что самый важный опыт из их жизни — это не только любовь, но и готовность делиться ее темными и светлыми сторонами, растягивая свои сердца в большом круге вдохновения и мудрости, чтобы передать этот дар далее. Времена летят, но они были уверены, что делают правильный выбор, а значит, радость их семьи вырастет, обретая и иные видения мира вокруг. Теперь они могли пересчитывать свои счастливые воспоминания, создавая новые традиции и укрепляя ценность семейных уз, познавая в каждой мелочи более глубокий смысл и искренность заготовленных историй из обихода. И жизнь продолжала их удивлять.